15 августа, время 5 часов. Скоро начнется брифинг перед стартом гонки «Шелковый путь» или Silk Road Mountain Race. Сзади меня находятся участники. Через часик уже будет старт. Leave no trace. One of the most important rules. I don't want to see any trash. Everything that you bring with you should be taken out. Времени почти 6 вечера, брифинг завершился. Сейчас будет дана команда на старт. Поначалу нас будет сопровождать полиция, дальше, когда выйдем на свободную дорогу, будем двигаться в своем темпе. Закончился асфальтовый участок, где нас сопровождала полиция. И до этого момента гонка официально не началась. Сейчас все резко устремились вперед, давят по 300 ватт, залетают в горочки. Банки вылетают только так. Потерял уже одну, пришлось крепить. Дима 2 штуки потерял и треснули. Сейчас придется их как-то подклеивать и надеяться, что у нас будет хоть какая-то вода. Дорога гребенка и очень пыльно. Помимо райдеров, для местных гонка — это тоже большое событие. Очень много детишек стоят вдоль дорог, машут руками, всячески приветствуют. Очень приятно. Потихонечку темнеет. Первый подъем. Разделил участников. Теперь все едут в своем темпе. Кажется, 41 страна. Из Австралии, из Новой Зеландии прилетают, из Канады, откуда угодно. Очень много людей. 230 человек участвуют. Вот, просто нравится кататься. На часах 12 часов ночи. Мы остановились купить еще раз литр колы. Поедим и, наверное, еще час или полтора будем двигаться в направлении гор. Хотим сегодня ночевать уже на подъеме, чтобы с утра проснуться и сразу же стартовать в перевал. Так, время 2 часа 15 минут ночи. Миллионы огоньков едут сзади меня. Миллионы огоньков проехали впереди нас. А мы остановились на ночевку на технической дороге. К сожалению, камни под ногами, но ничего. Сейчас, ну тут есть вода, мы умоемся и, кажется, будем спать. Также чуть-чуть поедим. На этот день все. Доброе утро. На часах 6:50. Поспали несколько часов. Достаточно неплохая ночевка, сухо. Умеренно тепло, умеренно холодно, комфортно. Но что-то не спалось. Проснулся из-за голода. На сегодня у нас цель взять перевал и спуститься. До вершины перевала порядка 60 километров и 2500 метров набора. А ребята уже часть пути, а часть еще в ночи ездила какое-то время. Так что, не знаю, догоним ли мы их или нет. Это вопрос. Пока собирал лагерь, произошла следующая ситуация. Очень неприятная, придется чинить. Оторвалась герма, пытался запихнуть посильнее, в итоге все немножечко порвалось. К сожалению, почти сразу же начались проблемы с коленом, с правым, которых никогда не было. Болит внутренняя связка. В общем, не знаю. Надеюсь, пройдет. Выстегнулся из контактов, еду, стараюсь давить пятками. Полдень. Добрались до высоты 2200 метров. Осталось, кажется, еще 1600 метров и примерно 20 километров подъема. Колено болит, неприятно. Подъемы иду пешком, чтобы колено поберечь, потому что оно учетом мощности очень хорошо переваривает. Началась очень долгая пешка на перевал. Идем уже, не знаю сколько, километров 6, наверное, или 5. Еще, кажется, около 10 или 11 километров осталось подниматься пешком. Уклон очень крутой, каменистая почва, и ехать практически невозможно.
Еще выяснилась одна проблема, то что, оказывается, скот пасется возле ручьев, где мы брали воду и пили ее нефильтрованную. Так что завтра, возможно, сюрпризы. Возможно, я примитивно закинусь энтерофурилом. Спустя примерно 10 часов общего времени наконец-то взяли перевал. Это, кажется, был самый сложный перевал в моей жизни, как на велосипеде, так, наверное, и пешком. Очень много хайкинга, наверное, около 20 километров мы прошли. Потом началась где можно ехать, там началась уже высота, и сил не было катать. Высота, ну, ощущается, ну, голова не болит, но концентрация внимания абсолютно никакая. Ощущаешь себя пьяным. А в остальном типа ок. Остается спуск, точнее, чуть-чуть спуск, а потом плоскач, потом опять спуск. Фу. Времени 9:40. Сейчас чуть-чуть затарились едой в Нурмаге и будем двигать к пику Ленина. Выкрутил шип из проблемной ноги, и поэтому будем ехать как бы вроде на контактах, но на самом деле на топталках. Выпил еще также таблетку Немесила. Надеюсь, колено в этот раз не подведет, и оно пройдет за этот день. Планируется крутить не очень сильно и как-то добраться до контрольного пункта, чтобы там отметиться. Чтобы не очень сильно запариваться с переходами вброд, решил надеть мембранные носки. Посмотрим, как они себя поведут. Преодолели первые броды. Было много достаточно глубоких речек по колено, сильным течением. Перебрались. Было интересно. За спиной уже 75 километров на сегодня. У нас находится на 90 километров. Подниматься еще примерно метров 400. Мы сейчас на высоте около 3100 метров. Колено вроде бы отпустило, стало хорошо. Надеюсь, так до конца гонки продолжится. Еще около 1,5 километров до базового лагеря на пик Ленина. Почти добрались. И вот такая красота открывается здесь. Поздравляю. Спасибо. CP1. Добрались до контрольного пункта 1. С коленом стало все гораздо лучше. Таблеточки плюс бинт сработали. Дорога хорошая. Почти что везде флоу. Есть несколько бродов, которые добавляют разнообразие в дорогу. Пока нравится. Дышится гораздо легче, чем вчера. Просто едешь. Мощность есть. Класс. Доволен.